Вот мы приехали с Глорией гулять в Ричмонд. Этот район мне очень нравится. Мечтаю, чтобы Бог дал нам здесь дом в этом районе. Здесь река есть. Мы сейчас идем в парк. Глория, Глория, как ты себя чувствуешь? Глория в коляске, потому что у нас поход на 10 километров. Солнышко сегодня плюс 25. Дорогие, сегодня у нас путешествие такое небольшое в Ричмонде. Сначала мы погуляем в Террас-Гарден, и потом будем двигаться через Ричмонд-заповедник к Изабелла-парку. Здесь небольшой такой парник. И, конечно, по сезонам высаживают в парках различные растения, которые цветут. Но этот парник, он такой закрытый. Здесь рассада для сада. Есть тоже кафе на горочке. Тюльпаны уже отцвели. Когда цветут тюльпаны, конечно, очень красиво. Конечно, сегодня у нас солнце 25 градусов. Эту неделю и начало следующей будет очень тепло. Потом, говорят, будет похолодание до 17 градусов. Такие здесь дорожки. Хорошо, когда есть тенечек в такую жару. Я вообще обожаю, когда жарко, когда тепло. Но я заметила, что в зависимости от климата, от страны, по-разному переносится температура. Например, есть, когда ты находишься в городе и уже 25, это слишком. А есть, когда ты находишься где-то около моря, и 45 может быть нормальным. Это собачка Росси. Бегает, ее зовут. У нас в Англии устанавливают вот такие скамеечки. В принципе, каждый может подать заявление и заплатить деньги на установку такой скамейки. С надписью в память о своих родных и друзьях. И это как бы очень такой хороший опыт. Не только память о хороших людях, но и доброе дело для общества. Мы здесь поднялись наверх и смотрим уже на терраса Гарденс сверху вниз. Какая красивая панорама. Просто потрясающе. Мне нравится это место в Ричмонде.
Очень красивый вид. Это исторически красивый вид. Тут даже вот можно прочитать об этом месте, что видно с этого места, какие районы. Есть даже такая как бы мини-подзорная труба. Можно посмотреть вдаль. А мы продолжаем наше движение с Глорией. С Глорией мы продолжаем наше движение в Ричмонд-парк. Глория счастлива, что она едет в коляске. И ей не нужно в жару перебирать лапами много километров, как мне. Потому что, конечно, 10 километров для нее уже тяжеловато проходить в жару, тем более. Конечно, очень приятно гулять, любоваться всеми этими видами. И такие тенистые зеленые аллеи. Красиво. И сейчас у нас получается сегодня пятница, рабочий день. Люди отдыхают. Не все работают. В Лондоне есть люди, которые пашут по много-много часов сутками, чтобы вырваться на какой-то лучший уровень. А многие занимают такую позицию размеренной жизни, чтобы жить, наслаждаться жизнью, работать не напрягаясь. И им хватает. Но здесь очень развита part-time работа. Кто-то работает 9 часов, кто-то 15, кто-то 30 часов в неделю. Но нормальная рабочая неделя от 37,5 до 40 часов в неделю. Все остальное считается как переработкой. То есть сверхурочными. Здесь прямо рядом с Ричмонд-парком, недалеко от гейта входа в Ричмонд-парк, находятся два отеля. Ричмонд Хилл отель. Он в таком стиле выдержан. И Харбор отель. Совершенно тут метров 200, наверное, до входа в Ричмонд-парк. И до станции метро и трейна Ричмонд Стейшн. Это район Ричмонд Апон Теймс. Не нужно путать с городом Ричмондом. Этот район Ричмонд Апон Теймс, он находится в Лондоне. Это достаточно такой престижный район. И, конечно, здесь цены на аренду и на жилье выше, чем в других районах. Немножко расскажу об этом здании. Когда-то давно-давно это был госпиталь, больница. То есть можете себе представить, если здание было когда-то больницей, чем пропитаны его кирпичи, камни, хотя оно было перестроено, реставрировано, отремонтировано. И здесь продаются квартиры, они очень дорогие, и аренда дорогая. Причем я бы не сказала, что квартиры прямо супер-пупер. Конечно, там высокие потолки, но ничего необыкновенного там нет. И единственное, что тут прямо рядом вход в Ричмонд-парк. Вот я стою около гейта в Ричмонд-парк. Это считается таким небольшим заповедником. Ну, для размеров заповедника, конечно. А для парка это, конечно, внушительные масштабы. Здесь можно гулять весь день, с утра до позднего вечера. Намотать 10-15 километров. Здесь есть велодорожки, тропинки. Здесь есть у нас животные, олени, лоси. И, конечно, как я уже говорила, Изабелла парк с рододендронами. Мы туда сегодня дойдем, и я вам обязательно постараюсь заснять, если получится.
Конечно, в этом парке нужно быть осторожно в зарослях, потому что есть места здесь, где в зарослях есть клещи лайма. Поэтому по кустам, папоротникам и зарослям лучше не ходить. Мы будем продвигаться с вами вперед. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что этот парк соединяет несколько районов. Рохэмптон, Вимблдон, прикасается к кусочку Вимблдона, и Кингстону, и к Хаму. Район такой есть, Хам. Есть Хэмптон, а есть Хам район. Обожаю природу, обожаю парки. Мне больше нравится, конечно, гулять на природе, чем по шумным улицам даже самого красивого города. Исключение, конечно, старинные городки, старинные улицы с красивой архитектурой. Хочется с вами поделиться тоже тем, потому что все наши путешествия начинаются с нашего желания и с нашей мечты, с планирования. И, конечно, если мы чего-то сильно желаем, то это обязательно произойдет, и Бог благословит, если мы делаем к этому какие-то практические шаги. Надеюсь, что вы обязательно побудете и приедете и посетите Лондон и Ричмонд парк. И вам понравятся эти видео. Все, конечно, любят наматывать километры, поэтому кто-то
приземляется где-то на полянке или на скамеечке, делает пикник, загорает. Кто около реки, кто-то в таких местах. Конечно, красиво очень. Да, и здесь забыла вам сказать, вот здесь наверху есть место, я сейчас не буду туда подниматься, там есть подзорная труба, и можно увидеть Лондон. Король Генрих в свое время установил здесь такое место и прорубил путь, прорубил лес, чтобы с этого холма был виден Лондон. Поэтому там очень интересный вид открывается, и все туристы, конечно, посещают это место. Поэтому, если будете здесь, обязательно поднимитесь сюда наверх и посмотрите. Здесь такой розарий. Розы еще только начинают зацветать. Многие еще не распустились. Во многих парках есть такие уголки в Лондоне. Розарии или какие-то такие мини-огородики. Очень интересно. У нас уже пионы расцветают, смотря в каких, конечно, местах. Вам, наверное, интересно, что Глория делает? Глория отдыхает, как королева. Ее везут, она наслаждается жизнью. У нас в Лондоне очень много таких растений интересных, разного цвета. Очень нравится. На розу похоже, но это не роза. Продолжаю прогулку дальше. Нашу с Глорией прогулку. Сейчас время цветения рододендронов. И, конечно, очень красиво, красочно. И здесь хочу заснять. Вот сколько здесь прохожу, всегда свадьбы. Не бывает такого, чтобы еще ни разу, чтобы не было какой-то свадьбы. Здесь находится банкетный зал в таком интересном здании. И часто люди здесь проводят свадьбы. Вот сейчас как раз там не могу пойти посмотреть, потому что у них сейчас там как раз процедура венчания происходит.
У них даже построена специально такая беседка на случай, если вдруг плохая погода. И там простирается тоже красивый вид с этой террасы. Поэтому очень многие арендуют, чтобы провести здесь свадьбу. И здесь такое красивое тоже вот пространство перед этим домом. Но общее для всех, конечно. Но здесь, в принципе, сфотографироваться можно. И есть, так сказать, хороший фон для фотографий. Хорошее место. Какие красивые рододендроны. Ну, уже коляска так трясется немножко. Уже ирисы расцвели, цветут вовсю. Конечно, все очень везде красиво. Все люди доброжелательные, отдыхают, гуляют, наслаждаются. Здесь такая зона небольшого кафе, чтобы перекусить. Парковка. Не скажу, платная или нет. Мне кажется, она бесплатная. И здесь есть исторические различные фотографии, информативный материал. И необходимое для всех заведения. От этого кафе, где можно купить мороженое, кофе, чай, какие-то бутербродики, снэк. Продвигаемся дальше. Между забором и парковкой по этой улице в Изабелла Парк. Что сегодня цель не просто гулять по заповеднику, но пойти и увидеть всю красоту цветения рододендронов Изабелла Парк. Мы с Глорией продвигаемся в Изабелла Парк. Мы идем в дороге вдоль проезжей части. Кафе осталось там позади. И мы сейчас идем в Изабелла Парк. Масштабы здесь, конечно, очень большие. И если вы будете здесь гулять, то наверняка встретите и оленей, и косуль, и маленьких бэмби оленей. Полюбуйтесь этой красотой. Как раз вот мы увидели этих маленьких бэмби стада. Они на воле сами пасутся, живут здесь. Подошли мы чуть-чуть поближе с Глорией. Они пристально наблюдают за нашими движениями. Тут рядом с нами, тут еще тоже записывают видео. Если начинаешь подходить к ним ближе, они, конечно,
Они особенно на собачек реагируют. Вот мы пришли в Изабелла Плантейшн парк, который находится в Ричмонд парке в глубине. Конечно, так долго смотрели на маленьких оленей и встретились, общались с красивыми молодыми людьми, девушками познакомились, пообщались. Там чуть-чуть задержались, но дошли, успели. Все такие парки обычно работают какое-то ограниченное время, например, с 9 до 5 утра или с 9 до 7 вечера. Нужно всегда смотреть на сайтах, чтобы вовремя приехать. Пока не видно рододендронов, то ли они уже отцвели, то ли не начали цвести, но думаю, что какие-то отцвели уже, да, а какие-то только начинают цвести. Все зависит от сорта. Вот эти уже отцвели. Конечно, лучше в этот парк приезжать в первых числах мая, когда все цветет, в конце апреля, в начале мая. Потому что вот сегодня уже 10 мая, а многие рододендроны уже отцвели. И повторю, есть сорта, которые еще только-только начинают распускаться. Такая маленькая речушка. Здесь, конечно, интересная атмосфера. Очень много птиц. Глория. Глория, Глория, Глория. Здесь, конечно, приятно просто прийти, даже отдыхать и слушать пение птиц, наслаждаться атмосферой этого парка. Какие красивые россыпи рододендронов.
Глория, как ты? Такие высокие рододендроны. Это, наверное, как до 3-го этажа. Такие высокие. Бело-розовые. Вау, как красиво. Как красиво, конечно. Как они пахнут. Сильно пахнут. Тоже какой-то интересный сорт рододендронов, но уже отцветает. А там еще не расцвел, только начинается цветение. Интересные такие грозди. Такое сильное пение птиц, разноголосие такое, журчание ручейков в маленькой речке. Как красиво. Какой аромат, какой аромат, какой аромат.
такие тропинки среди лабиринтов. Идешь, идешь и обнаруживаешь очередную красоту. Здесь такой небольшой пруд. И, конечно, уже рододендроны отцвели, а так, когда они цветут, очень красиво здесь. Там маленькие уточки плавают, и их детки. Какой корень интересный. Вот это да, вот это высота рододендрона. Невероятно. Представьте, да, высота рододендрона. Я хочу вам показать восхитительный сорт рододендронов. Знаете, что в нем восхитительно? Не только его цвет, а его запах. Благоухание нарцисса. Невероятно. Такой сорт я видела только в этом парке. Очень красивый. Запах, конечно, потрясающий. Прямо такой вот я отошла. А это благоухание, знаете, смешение нарцисса с медом, с чем-то таким гиацинтом, все вместе. Вот непередаваемое благоухание. Ой, как прямо вообще аромат бесподобный. Ой. Мне нравится очень этот парк. Изабелла Плантейшн. Раньше здесь было очень много магнолий, и они цвели. Но потом в какой-то год что-то случилось с этими магнолиями, они многие пропали. А так было здесь еще очень много магнолий. И от них было благоухание тоже невероятное, конечно. Многие ложились около магнолии, спали, отдыхали на дневной сон. Такие оранжевые.
У этих похожий аромат, но не такой сильный, как у желтых. У желтых, конечно, очень сильный аромат. Жаль, что нельзя прочитать где-то какой-то сорт рододендронов. Ты уже приближаешься, и вот начинается это благоухание, этот аромат такой бесподобный. Угу. Просто обалдеть. В хорошем смысле этого слова. Фантастика. Глория, все спрашивают, ты счастлива? Ты счастлива? Скажи, конечно, счастлива. Я тут сижу, а вы тут ходите, километры наматываете. Меня возите как королеву. Я только наблюдаю, наслаждаюсь. Коляска, конечно, классная для собачки, но что вот в этих колясках всех есть один недостаток. Что для собак, что для детей, это плохая амортизация. Когда еще новорожденного ребенка возят в таких колясках, и у него у бедненького весь мозг сотрясается каждую прогулку, то это просто уже даже без комментариев. Конечно, для новорожденных нужны хорошие коляски с большими колесами, хорошей амортизацией, мягкими колесами, шинами, чтобы сохранить мозг и умственную деятельность ребенка. Но бывает так, что молодые родители об этом не думают, а думают о моде, о красоте, о том, чтобы коляска была небольшая. А как там ребеночку, что у него там? Трясется, не трясется, удобно ему, неудобно, это уже второстепенное. Оранжевый какой цвет. Интересно. Такой ярко-оранжевый. Вот я и нашла название этого сорта. Правда, этот куст уже отцветает. Ну вот, название здесь на карточке есть. Лютеум.
Потрясающая громадная корзина, в которой как бы усажены рододендроны.